Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 11 мая 2025 года. Я еду на море по детскому парку. И знаете, на что снимаю? Снимаю на старый добрый Lumix TZ30, который я вот недавно взял. Знаете, вот именно для таких случаев, когда просто из кармана вытащил и начал снимать. Вот я еще тут сороку увидел. Пошел, а здесь такая роса. И сразу кроссовки намочил немножко. Зато вот на куче навоза вот такую увидел подружку. И вот за что я люблю этот фотоаппарат, что можно вот так вот раз и приблизил то, что находится очень далеко. Или вот увидел черепашку и чик, и снял ее сразу, вот так вот походя. Я и приехал на пляж, сейчас мне попались люди навстречу, там семья шла. И они это снимали бахилы. Вот, при выходе из пляжа снимали бахилы. А я сейчас чувствую здесь запах. Ну, потому что здесь вот в этом месте, в этом проезде, очень было много мазута. Прямо по этой дороге выезжали. Вот по этой дороге выезжали грузовики, груженные мешками с мазутом. На колесах несли мазут, падали мешки сюда, они его вдавливали. На въезде нас встречает вот такой транспарант: купание запрещено, и то, что функционирование пляжей временно ограничено. Так, а сейчас я на пляже Кристалл Уют, и вот то, что я никогда не делал, испытываю. То есть поставил свой фотоаппарат Lumix TZ30 на маленькую подставочку, на такой трипод, мини-трипод. И вот навелся и снимаю. Вот я думаю, это гораздо интереснее, чем с руки. Хотя, в принципе, у этого фотоаппарата хорошая стабилизация. Видим, что здесь, да, вот убирают люди. Также все как с самого начала катастрофы. Люди в комбинезонах, с сеялками, с лопатами просеивают замазученный песок и вот это вот отсев собирают в мешки. Вот так я пристроил свой велосипед вот на такую подставочку, чтобы он не упал, потому что в песок проваливается ножка. Так, ну а здесь мы видим, что мы видим? Во-первых, валы, покрытые сеткой. Гордая белая чайка. Вот сейчас как раз я ее и приближу. Эту белую гордую чайку. Где она? Лишь бы ее поймать, потому что еще и поймать надо. Рассмотреть в мониторе. А белая гордая полетела у нас. Полетела. Вот на максимальном приближении можно снять вот этот катер, а также пирс. И людей. Смотрим, что у нас тут. Вот собачьи следы. Так, тень моя мешает, да?
Вот с этой стороны, со стороны моря тоже убирают пляж. Тут с собачкой пошли гулять. И вот даже собачку в воду загнали. Так, где она, собачка? Так, а теперь, друзья, я сейчас буду снимать другим фотоаппаратом, который у меня вот здесь вот в моей сумочке. Это у меня Canon Canon 50 с объективом Canon 22 миллиметра. Это такой вот ширик. Сейчас я подсоединю звук, будет хорошо слышно, и сравните, конечно, картинку. Ну, продолжаю свою съемку. Сейчас у меня в работе Canon M50 с объективом Canon 22 миллиметра и звук синка. Я его присоединил, это, конечно, все долго, но тем не менее звук сейчас должен быть хорошим. Проходят на море люди вот по этому вот маленькому такому проходу, который протоптали. Вот семья пришла, вот там женщина, двое детей, девочка боялась пройти по этому, потому что колышется вот это все, можно действительно запутаться и упасть, но папа ей сказал: не бойся, проходи. Она прошла. Папа говорит, здесь мазута по колено, ну это, так скажем, фигурально, знаете. На самом деле я вот хожу, пока мазута нет. Проехал трактор с ковшом впереди. Он собирает мазут, который люди здесь вот в мешки отсеивают. Ну, поэтому и щиты стоят, поэтому и запрещено находиться на пляже, потому что техника работает, и, по крайней мере, администрация, власти подстраховались, что люди, будьте осторожны, не ходите, вас сюда никто не зовет, потому что, ну, если там вдруг трактор выскочит, то пеняйте на себя. День сегодня хороший. Я снимаю сейчас пляж в окрестностях пансионата Кристалл Уют. Небо сегодня чистое, яркое, так что все хорошо. И тепло достаточно. На градуснике было 10 градусов сегодня. И я когда собирался, думаю, не, надо одеться потеплее, потому что действительно и ветер такой прохладный, и когда едешь на велосипеде. И вот кто-то мне звонит, сейчас прерву съемку. Ну, вода здесь чистая. Вот ногти русалки здесь лежат. Я не знаю, как, на каком расстоянии эта камера фокусируется. Не, какой минимальный это, я даже не знаю. А вот, кстати, мазут здесь, друзья. По-моему, мазут, не мазут, да. Да, мазут и пахнет. Вот это вот, видите, он как блестит. Да, все-таки есть немножко, есть немножко. Ну, а сейчас я решил проверить действие моего радиомикрофона. Хорошая погода сегодня, правда, одет я как на зимовку, но это качество настоящего сибиряка, ибо сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Потому что когда люди, смотришь на людей
в шортах, смотришь на людей в майках, конечно, да. Ну, понятно, что они приехали на отдых. Это всегда, а это свойство, да, южан. Сразу, иначе зачем они ехали сюда, если они будут сейчас здесь ходить в куртках? Они получают уже удовольствие, они получают воздушные и солнечные ванны. Вот, поэтому вот прямая иллюстрация. Сейчас женщина прошла. Ну, а нам, в общем-то, какие ванны? Ванны все впереди еще. Вот собачка бежит, как раз сейчас еще камеру бы понюхала, вообще было бы прекрасно. Палку сейчас возьмет. Нет. Да, хорошо, собака попала в кадр, молодец. Так, ну вот так вот интересно, да, здесь снимать, конечно. Сейчас вот квартирант живет в квартире Алексея, ну, в доме, который рядом с нами. Он приехал с Мурманска. И, ну, понятно, суровый, конечно, край. И суровый край. И я ему говорю, а не хотите теплый пол включить? Он говорит, да не надо, в квартире тепло. Потом прихожу к нему на следующий день, а у него, день был тоже такой прохладный, ну, наверное, градусов 10. Вообще 10 градусов это же такая зимняя температура, да, для Анапы, такая средняя зимняя температура. А у него все окна открыты, дома такой, знаете, стоит, ну, такой свежачок. И он тоже в шортах такой, в майке. Я говорю, а вам не холодно? Он говорит, да нет, говорит, вообще, говорит, хорошо, жарко. Вот, так что, вот видите, люди воспринимают, конечно, температуру по-разному. Вот. Я вот смотрю, конечно, знаете, иногда наносит таким тонким таким запашком мазута, но вроде бы как мазута особого нету. Вот, но мазута-то нету, но есть какие-то такие черные, их сразу видно. Вот эти черные мазутные пятна, они прямо такие блестящие, черные. Сейчас я постараюсь показать. Ну, во-первых, вот пакет кто-то вытащил, вот так вот сворачивал на палочки и здесь положил, но сейчас подойдут вот эти люди, которые занимаются уборкой, и уберут, утилизируют этот пакет замазученный. Вообще, конечно, вода выглядит очень приятно, прозрачная. Море, не знаю, насколько камера передает, вот там ближе к горизонту, такого красивого бирюзового цвета. Ну, если честно, я, конечно, не мазут здесь приехал выискивать. Я приехал просто поснимать. У меня с собой 2 объектива. Вот этот вот Canon 22 мм. И я сегодня взял, знаете, незаслуженно мной забытый ТТ Артизан 35 мм. Я им обязательно поснимаю. Ну, это вот тот самый ноготь русалки. Так эта ракушка называется в народе. Мы раньше любили их собирать с Машей. Машина МЧС поехала. Да, режим ЧП еще не снят. Я, по крайней мере, такой информации не слышал, чтобы сняли даже федеральный уровень. Так, а сейчас я достану еще один свой объектив. Так.
Так, сейчас я достану. Вот от в такой коробке лежит. Вот там. И сейчас я его буду надевать на фотоаппарат. Вот, друзья, ТТ Артизан 35 миллиметров уже стоит на моем фотоаппарате. Я ракурс вообще не менял. Единственное, смотрите, сейчас стоит диафрагма 1.4, это самая открытая диафрагма. Но мне кажется, немножко, конечно, ярковато. И я сейчас буду немножко ее снижать. Вот диафрагма 2. Снижаю. 2,8. Ну, в принципе, по-моему, вот уже сейчас нормально. По-моему, нормально. По крайней мере, на мониторчике уже так немножко темнее стало. Ну, сейчас поснимаю ракушки и воду. И вот начинается магия. Сейчас вот я выставил фокус. Вот буквально где по линии прибоя. Немножечко сейчас вот сюда вниз на ракушки. Теперь опять на прибой и на волны. Ну, практически бесконечность. Вот, бесконечность стоит сейчас. Не знаю, как это будет на мониторе, на экране. Сейчас попробую призакрыть еще. Нет, слишком темно. Вот уже на 4 еще не поставил, а картинка что-то слишком погасла. Давайте сделаем ее поярче. Все-таки солнечный день. Здесь просто хочу показать, как люди перебредают, можно сказать, перебредают через этот вал. Не знаю, насколько. Ну вот, по-моему, хорошая резкость. Вот можно так вот наблюдать. Потому что действительно трудно по этой сетке идти. Велосипед у меня немножко перекрывает. Но я далеко просто не стал отходить. И думаю, не пойду сегодня туда, на Софию. Думаю, обстановка везде сегодня одинаковая. Так, мне опять звонок. А я хочу просто показать вот эту ракушку. Так, ну надо брать. Вот люди идут к этому уже проходу, выходят с пляжа. А я хочу обратить внимание, что выставлять, конечно, фокус на ТТ Артизан очень сложно. У него кольцо не так... В общем, одно неверное движение ты проскочил. А вот на Гелиосе и тем более на Юпитере, там, да, крутишь, там очень хорошо, очень удобно. Еще раз показываю ракушку, ноготь русалки. Да, по-моему, потерялся уже фокус. Очень трудно этим объективом выставлять. Даже вот если ставлю на бесконечность, она у него бесконечность какая-то не совсем бесконечная. Вот практически уперлось кольцо. Вот, но не знаю, должно быть все резкое. Единственное, что можно, это прикрывать диафрагму
Вот, но тут становится очень темно. Другие показатели я не хочу менять. ISO, допустим. Вот сейчас стоит 2,8. Хотя можно довести до 16. Но на 16 вообще ничего не видно. Вот на четверке 2,8. Двойка. Ну, что, друзья, все на сегодня съемка закончена. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот все, что хочу сказать. Погода сегодня замечательная для прогулок. Да, интересно, заработают ли в этом году анапские пляжи. Ну а закончу я сегодняшний репортаж опять с чего и начал. Это Panasonic Lumix TZ30. Вот такой панорамкой. Я хочу закончить. То есть люди работают. Снимаю с рук. Конечно, когда далеко, вот не видно, есть фокус, нету фокуса. Очень трудно рассмотреть. Еще труднее держать камеру неподвижно в руках. Вот так вот выглядит ТТ Артизан на камере. Довольно прикольно и аккуратно. Ну что, друзья, ну вот сейчас уже я заканчиваю свою съемку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. День прекрасный, хороший. И, по-моему, погода все лучше и лучше становится.